На самом деле, при всех разговорах об тюремных правильных понятиях, об арестантской жизни, для многих зэков смысл существования сводится к простым вещам, к тому, как достать покурить и как заварить чая, чефира. Даже когда в зоне кормят помоями, беспредельничают менты, но если в общаке есть пачка заварки, курево, чай, учреждение при этом считается нормальным. И о смотрящих судят по тому, как они греют братву под крышей в карцере. В некоторых колониях администрация негласно разрешает загонять греф в штрафной изолятор, в СУС строгие условия содержания и в бараке усиленного режима. В других жестко пресекают подобные движухи. В таких зонах все смотрящие имеют в запасе запаянные в полиэтилен сигареты и чай. Причем такие колбаски бывают достаточно крупные. Только какого-нибудь арестанта надумают сажать в трюм, он еще мыльно-рыльные принадлежности собирает. А смотрила уже здесь. На, земляк, заторпедируйся. То есть засунь бандяк себе в задний проход и пронеси бродягам в карцер. Также проносят записки, наркотики. Причем чай идет не в сухом виде. Из него бодяжут, вываривая густую массу. Так экономнее заваривать. Несколько капель и кружка чефира готова. На крайняк и кипяток не нужен. В холодной воде раствориться. Но мало пройти карцером шмон, приседая в голом виде и сжимая сфинктер своей задницы, чтобы при этом не вывалилась торпеда. Надо еще и поделиться запретом с другими камерами. Хорошо, если есть кобура, это отверстие в стене. Тогда мастерится конь, палочка или туго свернутая бумага с ниткой и тряпочкой или носовым платком на конце. В платок заворачивают греф и вслед за палочкой продевают в отверстие. А когда кобуры нету в стене, то кулечки оставляют в прогулочных двориках. В карцере положена часовая прогулка. Хаты гуляют по очереди. Бывает по выходу на прогулку устраивается жесткий обыск. Тогда подгоны выносятся и заносятся в прямой кишке. Представьте, каково это на морозе. Про гигиену я вообще молчу. Совсем жуть была в нашей зоне. Один особо ретивый оперативник любил делать гадости и обладал при этом отменным черным юмором. Все сотрудники, конечно, прекрасно знали, как запрет попадает под крышу. Когда одна камера погуляла, расторпедировалась, так сказать, и спрятала все свои кулечки, опер нашел их, намазав апизотроном. Это применяется при растяжениях, при нанесении на кожу и очень сильно жжет. И положил обратно в тайники. Вышла другая камера и, ничего не подозревая, загнала эти торпеды себе в задний проход. Представьте, как у них начал гореть в заднице анус. Некоторые вопили в голос, несмотря на сбежавшихся охранников, спешили опорожнить свой кишечник, а менты при этом веселились и смеялись. Также непалимый загашник или задний карман, ну имеется в виду задний проход, используют как тайник, когда везут по этапу малявы, записки, деньги, наркоту и сотовые телефоны. Таким же образом с промышленной зоны на жилую выносят спирт. Правда, так много не вынесешь. Чаще для спирта используют совсем варварский метод. Осужденный глотает презерватив, держа его край зубами, запрокидывает голову и в гондон наливают до литра спирта. После горловину резинки завязывают ниткой, которая крепится на зубе. Выйдя с работы через шмон, нитку развязывают, опять держат гондон за край два зэка, переносчика, переворачивают вниз головой, и огненная вода стекает в подставленную емкость. Нередко случается, что латекс лопается в пищеводе. Тогда неминуема мучительная смерть.
Да и с записками на этапах не легче. По 2-3 суток, пока не прибудешь на пересылку и не пройдешь обыск, нельзя опорожниться. Как следствие, рези и токсикоз. Обидно, что почти все записи примерно такого содержания. Как сам, как дела, привет братве, фарту масти. Ведь авторитетам такая записка почти не нужна. У них же есть мобильники. Как я уже говорил, менты, они знают об этих уловках, но им все равно. Есть, конечно, отдельные служаки, болеющие за дело до того, что готовы копаться, сами понимаете в чем. Вот опять же, в нашей зоне, когда расконвоированные осужденные возвращаются с воли с работы, им частенько делают клизму, и сотрудники бдительно просматривают результаты. А вообще зэки – это как армянские комсомольцы. Сами себе придумывают трудности. И потом сами же их героически преодолевают. Вот такие вот дела. Благодарю за внимание.